Приветствую вас, друзья! Готовим самый полезный торт. Если ваши дети не едят творог, то теперь они будут просить добавки. Готовится торт очень просто. 20 грамм желатина заливаю стаканом воды. Даю набухнуть 30 минут. 250 грамм печенья ломаю на кусочки. Смешиваю 50 мл молока и 100 мл сметаны. Для склейки печенья можно использовать сливочное масло, сгущенное молоко или банан. По бокам размещаю полоски бумаги для запекания и выкладываю печенье. Добавляю 150 грамм шоколадного печенья. Печенье можно не ломать, оно станет мягким, пропитавшись кремом. Желатин нагреваю на плите до 60-70 градусов. Ни в коем случае не доводите до кипения. В 400 грамм творога добавляю 400 грамм сметаны и 150 мл меда. Перемешиваю до однородной массы. У меня сметана и творог домашние, поэтому получается очень густая масса. Добавлю 50 мл молока. Выливаю еще горячий желатин. У меня есть свежие ягоды Виктории и переспевшей сладкой жимолости. Свежая малина ночью почти вся исчезла из холодильника, поэтому воспользуюсь прошлогодней замороженной. Всего добавляю 1 литр ягод. Аккуратно перемешиваю. И украшаю свежими ягодами. Отправляю в холодильник на 2 часа. Получился красивый и полезный торт. Если вы не очень любите творог, то можно для молочной основы использовать йогурт, молоко или творожный сыр. Приятного аппетита, друзья! Радуйте своих близких полезными вкусняшками!